Сегодня покажу один из моих самых любимых способов приготовления шампиньонов. Это не просто жареные грибы, будет еще и простое, но очень вкусное дополнение. А еще второй рецепт в этом видео будет с кабачками и грибами, так что если ищете, что приготовить из кабачков, досмотрите до конца. Начинаю с шампиньонов. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под этим видео. Для этого рецепта беру небольшие грибы, крепкие и молоденькие. Расскажите в комментариях, моете ли вы шампиньоны перед готовкой, а может просто чистите их ножом? Я мою так. Пересыпаю грибы парой ложек муки, добавляю немного воды и аккуратно перемешиваю. Мука собирает на себя все лишнее. После этого просто промываю и все чисто. Быстро, удобно и не надо возиться с каждым грибом в отдельности. Если не пробовали, очень советую. Если у вас есть свои примечания по приготовлению шампиньонов, пишите в комментариях, мне интересно ваше мнение. Тем временем ставлю сковороду на средний огонь, наливаю немного растительного масла, шампиньоны кладу на горячую сковороду целиком, они у меня не крупные и резать их не нужно, слегка подсаливаю. Сначала грибы пустят сок, это нормально, пока они обжариваются, нарежу лук. Нарезаю его не слишком мелко, полукольцами или перьями, чтобы он чувствовался в готовом блюде. Через 3-5 минут добавляю лук в сковороду. Если жидкости в сковороде еще много, не страшно, она быстро испарится. Часто помешивать не нужно, но следите, чтобы ничего не пригорало. Можно подлить немного масла, но это не обязательно, потому что добавим сливочное масло. Оно даст и вкус, и нужную текстуру. Не забудьте сохранить это видео, чтобы вернуться к рецепту в любой момент. Когда лук становится мягким, добавляю выдавленный через пресс чеснок, 2 или 3 зубчика, сразу перемешиваю. На этом этапе запах уже невероятный. Теперь кладу кусочек сливочного масла, оно даст ту самую кремовость. Жарю еще пару минут и пора добавлять специи. Сладкая молотая паприка, она и цвет дает, и аромат. Щепотка черного молотого перца. Никаких сложных приправ, все просто и это работает. Если хотите, можно добавить немного тимьяна или орегано, но даже без них все отлично. Теперь зелень. У меня петрушка и укроп. Грибы почти готовы, а я покажу небольшой бонус – соус к ним. В отдельной миске смешиваю пару ложек сметану и ложку майонеза. Черный перец по вкусу. Если любите поострее, можно добавить немного чеснока или горчицы. Соус получается нейтральный, но хорошо дополняет грибы. Можно его подать отдельно, но я украшу им прямо сверху. Грибы перекладываю в тарелку. Они получаются румяные, ароматные, с луковой сладостью и мягкой масляной ноткой. Соус сверху и все, можно подавать. Готовится все очень просто, продукты самые обычные, а результат тот самый, к которому хочется вернуться. А теперь вторая часть, с кабачками и с грибами, но совершенно в другом виде. Как приготовить яркое и вкусное блюдо из кабачков с шампиньонами? Отличное решение для тех, кто хочет питаться полезно и сытно, особенно в сезон свежих овощей. Кабачки я нарезаю достаточно крупно, чтобы они при жарке не потеряли форму и остались аппетитными кусочками. Разогреваю сковороду, выкладываю кабачки и обжариваю примерно 5-7 минут. Список всех необходимых продуктов, как всегда, найдете в описании под видео. Параллельно готовлю овощи. Нарезаю репчатый лук тонкой соломкой и пассерую на растительном масле до полуготовности. Лук должен стать мягким, но еще не полностью готовым. Шампиньоны у меня небольшие, поэтому разрезаю их пополам. Если у вас крупные грибы, можно порезать их на несколько частей, чтобы они равномерно прожарились. Добавляю грибы к луку и тушу все вместе пару минут на медленном огне. Сливочное масло придаст блюду мягкость и насыщенность, поэтому немного добавляю его и продолжаю тушить, не повышая огонь, это важно, чтобы сохранить вкус и текстуру. Мелко нарезаю молодой чеснок или используйте чесночницу. Достаточно 2-3 зубчика. Для аромата добавляю копченую сладкую паприку. Она придает блюду приятный дымный оттенок и мягкую сладость. Когда грибы и лук готовы, аккуратно выкладываю к ним кабачки, чтобы все вкусы хорошо соединились.
По желанию можно добавить немного соевого соуса или тертого пармезана. Они сделают вкус глубже и интереснее. Свежая зелень, мята, прованские травы и острый перец отлично дополнят это блюдо. Выбирайте по настроению. Это отличный рецепт, который готовится быстро, не требует сложных ингредиентов, а результат всегда радует – сытный, ароматный и легкий одновременно. Не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Если у вас есть свои советы по приготовлению шампиньонов или кабачков, обязательно пишите в комментариях. В заставках и в описании к видео вас ждут еще несколько рецептов, которые могут разнообразить ваш обед или ужин. Приятного аппетита!